Тема нашего занятия – перекрытие. Перекрытие строится с помощью инструмента, который расположен на вкладке «Архитектура» и называется так – перекрытие. Если мы раскроем списочек выпадающий, то будем видеть, здесь есть перекрытие архитектурное, несущее по грани и перекрытие ребро плиты. Значит, мы рассмотрим первые два инструмента. Я выбираю перекрытие архитектурное. И смотрите, что при этом произошло. При этом программа перешла в режим эскиза. То есть изображение у нас на плане первого этажа стало бледненькое. Появились два значка. Красный крестик и зеленая галочка. Это признак режима эскиза. И плюс появились инструменты, с помощью которых мы можем создать эскиз. Инструменты здесь по умолчанию включен «Выбрать стены». То есть я могу нарисовать эскиз, выбирая стены этим инструментом. Ну а также я могу включить «Выбрать линии», могу включить инструмент «Линия», или прямоугольник, многоугольник, дуги, любые другие инструменты. То есть я должен построить замкнутую кривую, замкнутый контур перекрытия, которое мне необходимо. Теперь дальше посмотрите. Точно так же, как мы строили стены, здесь в свойствах появилось по умолчанию перекрытие типовой пол 400 мм. Или здесь появляется последнее то перекрытие, которое мы применяли. Это перекрытие мы можем поменять. И вот смотрите, в шаблоне нашем загружены вот такие типы перекрытий. Ну, я выберу, например, перекрытие деревянная отделка. Оно поменялось. Я могу его изменить. Точно так же нажимаю превью, просмотр. И точно так же, как мы делали, например, со стенами, я могу поменять его конструкцию. То есть я могу ставить здесь слой, например, вот ставить слой, могу удалить этот слой, могу изменить материал, выбрать вот здесь материал, откроется диспетчер материалов, и я могу здесь поставить любой другой материал. Я могу поменять толщину, необходимую для нашего слоя перекрытия. Ну, здесь, я думаю, необходимости нет менять, поэтому я оставлю так, как есть. Нажимаю ОК, применить, ОК. И выбираю стены. Стены, или я вообще-то выберу другое. Прямоугольник. Прямоугольник. И начерчу здесь вот такое перекрытие, небольшое, да? Небольшое перекрытие, начертил контур. Этот контур должен быть замкнутый. В палитре свойств я смотрю, какой уровень, где будет размещено это перекрытие. Могу сразу на палитре свойств здесь поставить смещение, то есть выше или ниже от уровня. По умолчанию здесь уровень стоит тот, на какой план здесь открыт, на котором плане я работаю. И после этого нажимаю галочку зеленую. Все, вот видите, у меня получилось перекрытие. Стены у меня стоят от уровня земли до уровня первого этажа и чуть-чуть выше, да, для того, чтобы было видно хорошо перекрытие. Вот перекрытие получилось. Форму можем сделать любую. Но бывает необходимо это перекрытие редактировать. Для редактирования нужно выбрать перекрытие, и появляется на ленте инструмент, который называется «Редактировать границу». Нажимаю «Редактировать границу». И вот здесь я, например, отодвину линию так и отодвину линию вот так. Вот я ее поредактировал. Нажимаю зеленую галочку и теперь смотрим, что произошло. Перекрытие заполнило всю необходимую область, которая нам необходима. Я могу поредактировать и по-другому. Например,
я могу нарисовать там какие-то границы, могу рисовать. Но давайте это мы посмотрим на другом перекрытии. Я для редактирования границ создам еще одно перекрытие. Вот оно, не привязанное к стенам будет. Вот оно находится рядышком. И, например, я выбрал редактировать границу. И я вот здесь его могу тут поредактировать, ну вот каким-то таким вот образом, если мне это необходимо. Ну, возьму еще дугу и поставлю дугу, эту удалю, а эту верну сюда, в конец. Главный принцип, чтобы контур получился замкнутый. Нажимаю зеленую галочку, и как видите, перекрытие приобрело ту форму, которую я задал при редактировании. Иногда бывает необходимо построить перекрытие, которое имеет уклон. Это мы сделаем на другом перекрытии. Я такое перекрытие построю вот здесь, тоже отдельно. И на этом перекрытии мы сделаем его под уклоном. Чтобы задать уклон перекрытия, необходимо. И как это можно сделать? Выбрать в любом случае элемент. Когда мы выбираем элемент, появляются те инструменты, с помощью которых мы можем сделать, а именно что-то изменить. И вот эти инструменты здесь появились. Инструмент. Мы можем поредактировать границу, добавить точку, добавить линию разделения, изменить субэлементы. Вот давайте посмотрим, как это работает. Я добавлю линию разделения. И вот я нарисую линию. Нарисовал. И программа перешла в режим эскиза. И здесь появились такие элементы. Точки. Вот этим точкам я могу задать разную высоту смещения. И для того, чтобы им задать, то я должен нажать команду «Изменить субэлементы». Я нажал, теперь сюда поднес, и видите, здесь появилась отметка. Я поставлю здесь, например, 600. Вот в этой точечке тоже поставлю размер 600. И все, Escape 2 раза нажал, закончил команду. И теперь посмотрите, что произошло с нашим перекрытием. Перекрытие, вот одна часть у нас осталась горизонтальная, а у этой части, видите, задняя часть, она имеет отметку 600. И получился уклон. Можно это делать еще как. Можно, в зависимости от конструкции перекрытия, не добавлять линию разделения, а, допустим, добавить точку. И вот я здесь посередине поставил точку. Нажал на Escape. Если выделяю, она появляется. Нажимаю «Изменить субэлементы». Щелкаю по точке и ставлю тут, например, 500. И смотрите, что у меня получилось. Вот перекрытие приобрело такую выпуклую форму. Я мог поставить, например, минус 500. Оно было бы тогда направлено вниз. Да? То есть, может быть, по-разному, да, располагаться. То есть, таким образом, выбирая элемент, мы можем добавлять точки, добавлять разделения, ну или выбирать опоры, на которые опирается. Кроме того, мы можем добавлять еще один элемент к перекрытию. Это перекрытие ребро плиты. Что это такое? Вот я выбрал, нажал инструмент, нажал линию ограничивающую, которая ограничивает нам перекрытие. И вот видите, здесь появилось у нас ребро. Вот это ребро. Это ребро, оно изображает нам, ну, ребро плиты.
Этот элемент нужен для того, чтобы мы могли, например, в процессе, допустим, в разрезе показать, что это лежат не просто перекрытия, а лежат, например, это плиты, да, лежат плиты. Но можно и строить, например, такие перекрытия из плит, непосредственно плитами делать, элементами семействами. Но об этом будем говорить чуть позже. Но надо знать, что можно такой элемент тоже использовать. Так, теперь дальше. Я сейчас удалю вот это, что у меня есть. И рассмотрим вопрос, а как же проемы сделать, например, вот в этих перекрытиях. Для того, чтобы сделать проем, нам надо выбрать перекрытие. Видите, тут я его не могу выбрать. Тут могу, выбрал. Дальше редактировать границу. И далее прямоугольничком я изображу тот проем, который мне нужен. Дальше нажимаю галочку и смотрим результат. Вот видите, проем у нас здесь образовался. Есть еще один инструмент, который позволяет делать перекрытие. Но прежде чем это сделать, то мы давайте сделаем несколько этажей. Значит, я выбрал перекрытие, в общем, все выбрал, что у меня здесь есть на чертеже. Включаю фильтр, выключаю стены для того, чтобы выбрать только перекрытие. Применить ОК. Дальше копирую в буфер, потом вставляю из буфера с выравниванием по выбранным уровням и выбираю. Так, уровень 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. При этом держу клавишу Ctrl нажатой. Нажимаю ОК. И смотрите, что у меня тут получается. И еще ставлю, наверное, необходимо по уровню 1. Да, вот так. Вот, поставляю. У меня получилось многоэтажное здание. Да, многоэтажное здание. И мне, допустим, необходимо сделать проем сверху донизу для лифта. Вот такой проем и называется шахтный проем. И этот инструмент находится на вкладочке «Архитектура». И вот здесь есть панелька, называется «Проем». Ну, этот проем называется «Шахта». Выбираю. И смотрите, что происходит. Происходит то, что наше перекрытие перешло в режим эскиза. Видите, появились крестик и галочка. Выбираю прямоугольничек и черчу вот форму этого шахтного проема. Начертил. Далее нажимаю. Или могу сразу здесь поставить базовая зависимость. Видите, уровень 1. Поставлю здесь уровень земли. И зависимость сверху неприсоединенная. Могу написать вот здесь. Уровень там, допустим, поставлю 6 специально. Применить. И нажимаю зеленую галочку. И вот смотрите, что произошло. Появился такой, видите, у нас синенький, такая призма синяя, которая идет до того уровня, который я указал. Я мог бы вообще оставить только на первом уровне, потому что эту призму можно регулировать с помощью ручек формы. Вот этот синенький треугольничек, который здесь есть, это есть ручка формы, называется. Я могу его выбрать, зажать левую клавишу мышки и тянуть туда, куда нам надо. И вот эта призма прорежет все этажи. Первый этаж мне прорезать, допустим-то не надо, да, то я подниму чуть выше, чтобы первый этаж остался не разрезанным. Ну, затем щелкну на свободном месте и смотрите, что у меня получилось. У меня получился проем, который проходит через все этажи. Вот он, вот здесь. В любой момент я могу его выделить и продлить дальше, если необходимо. С правой стороны у меня тоже получился проем, но он получился другим путем.
И если помните, то здесь я на этом этаже, на первом, делал проем, а потом копировал уже с проемом перекрытие, да? И таким образом тоже получился проем. Ну, я могу, например, выбрать, скажем, там уровень 3. И на уровне 3 редактировать границу. И могу удалить вот этот проем, который я делал. Закрыть, галочку поставить. И смотрите, что произошло. Я убрал тот проем, который копировал. Вот шахтный проем я так убрать не могу, да? А вот эти индивидуальные могу таким путем поубирать. Вот, в принципе, все, что нам необходимо знать по тому, как создаются проемы.